Привет всем интересующимся темой аутизма. Сегодня мы с вами поговорим о причинах развития расстройств аутистического спектра. Что на сегодняшний день совершенно точно известно, что есть некая генетическая предрасположенность к развитию этого заболевания. Здесь может быть два варианта. Первый вариант. Данная патология наследуется от родителей. И второй вариант. Эта генетическая патология возникает непосредственно у ребенка. Какие факторы являются отягощающими, увеличивающими существенно риск развития аутизма у ребенка? Первое – это наследственные заболевания, которыми часто сопровождается аутизм. Что это такое? Ребенок рождается с эпилепсией, или с синдромом Дауна, или с шизофренией, или с синдромом Феллон-Мак-Дермид, при котором риск развития аутизма 75%. То есть целый список заболеваний наследственных, генетических, при которых существенен риск развития также и аутизма. Это первый фактор риска. Второй фактор риска – это в семье уже есть дети, у которых есть аутизм. Например, родился первый ребенок, и у него диагностировали расстройство аутистического спектра. Тогда, в зависимости от пола как первенца, так и пола второго ребенка, риск в процентах отличается от 4 до почти 17%. Там зависит от того, кто был первый ребенок, девочка или мальчик, и кто был второй ребенок, девочка или мальчик. Потому что девочки более генетически защищены, чем мальчики, от любой генетической патологии, от проявления ее. Да? Она может присутствовать, но за счет второй X-хромосомы она компенсируется. У мальчиков же риск проявлений, что он будет жить с этими проявлениями, гораздо выше. Поэтому если первый ребенок была девочка, и у нее таки были проявления аутистического спектра, несмотря на вот эту защиту, да, второй X-хромосомы, а второй ребенок родился мальчик, то риск составляет 17%. Если же первый ребенок был мальчик, а второй родилась девочка, то риск составляет всего 4%, что у нее будет тоже аутистические расстройства. Следующий фактор, который является отягощающим для развития аутизма у ребенка, является поздний возраст отца ребенка. Здесь нет корреляции с возрастом мамы, именно есть корреляция с возрастом отца. Почему? Потому что с возрастом накапливаются мутации в половых клетках отца, и это также повышает риск развития расстройства аутистического спектра у ребенка. Также повышает риск развития аутизма у ребенка, если ребеночек родился недоношенный. Это тоже риск. Также риском является, если во время беременности женщина находилась в экологически нездоровой ситуации. Например, она жила возле полей, которые обрабатывались пестицидами или гербицидами. То есть нездоровая экологическая ситуация также повышает риск генетических мутаций. Следующий частый вопрос, который задают в комментариях и на консультациях, является ли прививка, особенно АКДС-прививка, причиной развития аутизма у ребенка. На сегодняшний день нет никаких научных доказательств, которые бы это подтверждали. Несмотря на то, что очень многие мои клиенты говорят о том, что старт заболевания пришелся спустя 2 недели, спустя месяц после АКДС, научных доказательств этому на сегодняшний день не найдено. Что я могу сказать из своего опыта? Если есть подозрение на какое-либо нездоровье ребенка, на неврологическое нездоровье, да, на соматическое нездоровье. То есть, если у ребенка повышенная температура, он там недавно переболел, у него насморк, у него, не знаю, зубки режутся, то лучше отложить прививку до того момента, пока вы не будете уверены, что ребенок полностью здоров. Потому что, возможно, прививка является провоцирующим фактором. Она не является причиной аутизма. Но если есть генетическая предрасположенность, возможно, заболевание просто более ярко стартует, да, чем если, допустим, не было бы прививки. Поэтому, конечно, делать прививки нужно детям, младенцам на фоне полного здоровья. Таким образом, на сегодняшний день
Не представляется возможным со стопроцентной гарантией предсказать, родится ли ребенок в данной конкретной семье с аутизмом или без. Потому что ни социальный уровень, ни уровень дохода, ни уровень образования, ни профессия родителей, ни их характер вспыльчивый или спокойный не является гарантией того, что ребеночек родится здоровый. К сожалению, на сегодняшний день статистика такова, что 1 на 54 ребенка, по другим данным 1 на 70 детей, рождается с аутизмом. То есть, если грубо прикинуть, это 1 ребенок на 2 класса с аутизмом. Вот берем обычную школу, 2 класса соединяем, 1 ребеночек из них будет с аутизмом. Это очень высокая частота по популяции. И, к сожалению, от этого никто не застрахован. Даже имея отягощающие факторы или не имея их, мы не можем на сегодняшний день предсказать, какой родится ребенок. Сегодня мы обсудили тему причины развития аутизма у детей. Надеюсь, это видео было вам полезно. Всего вам доброго. Пока.